Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов. Кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. В воскресенье экстремальные погодные условия стали причиной крупного дорожно-транспортного происшествия в северной части штата Техас. Внезапное усиление ветра и возникшая мощная пылевая буря привели к практически нулевой видимости, превратив оживленную магистраль в зону повышенной опасности. Пылевой фронт, поднятый шквалистыми порывами ветра с окрестных полей, мгновенно скрыл дорожную разметку и габаритные огни транспортных средств, вызвав серию последовательных столкновений примерно в 3 милях к востоку от города Коана на федеральной трассе US-287. Движение по трассе в восточном направлении оказалось полностью заблокировано на несколько часов, пока экстренные службы проводили эвакуацию поврежденной техники и оказывали помощь пострадавшим. Власти штата выпустили экстренное предупреждение для автомобилистов региона, призывая избегать поездок по шоссе до стабилизации метеорологической обстановки в регионе. Эквадор столкнулся с катастрофическими последствиями затяжного сезона дождей, который привел к масштабным наводнениям и оползням по всей стране. Согласно последним официальным данным, число погибших в результате разгула стихии достигло 13 человек, а общее количество пострадавших превысило 54 тысячи. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в провинциях Лос-Риос, Гуайас, Чимборасо, Асуай, Боливар, Котопахи и Морон-Сантьяго. Там зафиксировано наибольшее число человеческих жертв и разрушений инфраструктуры. В городе Бабахойо, административном центре провинции Лос-Риос, паводок оказался особенно сильный из-за выхода из берегов одноименной реки. Высокий уровень воды в жилых кварталах привел к тому, что около 800 жителей получили травмы или остались без крова, более 200 жилых домов получили серьезные повреждения. Власти региона объявили чрезвычайное положение, так как затопление основных транспортных артерий практически парализовало сообщение между побережьем и внутренними районами страны. Спасательные службы продолжают эвакуацию населения из наиболее уязвимых зон. Однако ситуация остается достаточно тяжелой. Прогноз сильных дождей и выход из берегов почти 3 десятков рек по всему Эквадору создают угрозу дальнейшего затопления. Мощный торнадо обрушился на район Каранджия в индийском штате Одиша, оставив после себя полосу разрушений. В результате удара стихии погибли по меньшей мере 2 человека, а число раненых, по предварительным данным местных властей, достигло 25 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Вихрь, сопровождавшийся шквалистым ветром и проливным дождем, нанес колоссальный ущерб жилому фонду. Около 70 домов были полностью разрушены, другие получили серьезные повреждения. В пострадавших деревнях порывами ветра вырваны с корнем деревья и повалены опоры линии электропередач, что привело к полному обесточиванию района. Для ликвидации последствий разгула стихии отправлены спасательные службы и отряды быстрого реагирования штата, которые немедленно приступили к поисково-спасательным работам и расчистке завалов. Правительство штата Одиша объявило о выделении экстренной помощи семьям погибших и начале оценки экономического ущерба для выплаты компенсаций пострадавшим фермерам и домовладельцам, оказавшимся без крова в результате этого редкого для данного сезона атмосферного явления. Продолжающийся снегопад в турецкой провинции Хаккари привел к сходу лавины в районе деревни Даганлы на трассу Хаккари-Чукурджа. Огромная снежная масса полностью перекрыла проезжую часть, в результате чего несколько автомобилей, находившихся в этот момент в пути, оказались в ловушке между завалами и непроходимыми участками дороги. После получения экстренного вызова на место происшествия были оперативно направлены тяжелая техника и группы дорожных служб, которые немедленно приступили к расчистке завалов.
Работа спасательных команд осложняется непрекращающимися осадками. Власти региона настоятельно призывают граждан воздержаться от поездок в данном направлении без крайней необходимости, так как сохраняется высокая вероятность повторных сходов снежных масс на горных участках пути. В воскресенье на филиппинском острове Негрос зафиксирована новая фаза вулканической активности вулкана Канлаон. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, в результате взрывного события в небо поднялся внушительный столб дыма и пепла, который достиг высоты 5 километров и под воздействием ветра начал дрейфовать в юго-восточном и северо-восточном направлениях. Данный инцидент стал уже третьим серьезным проявлением активности гиганта в текущем году, закрепив тревожную тенденцию после аналогичных извержений, зафиксированных 19 и 26 февраля. В связи с сохраняющейся угрозой внезапных взрывов и выбросов ядовитых газов над вулканом сохраняется второй уровень опасности. Запрещено нахождение людей в пределах 4-километровой зоны. Местным авиационным службам рекомендовано избегать полетов вблизи вершины из-за риска повреждения двигателей пеплом. Спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности на случай усиления сейсмической активности и возможной эвакуации прилегающих населенных пунктов. В субботу центральные регионы Саудовской Аравии оказались в эпицентре мощного атмосферного фронта, принесшего экстремальные погодные явления в провинции Аль-Касим и Эр-Рияд. В регионе Аль-Касим разразился шторм невиданной силы. Проливной дождь сопровождался аномально крупным градом, который за считанные минуты покрыл пустынные ландшафты и городские магистрали плотным ледяным слоем. Из-за нулевой видимости и скользкого покрытия на ключевых трассах региона возникли пробки. Десятки автомобилей получили серьезные повреждения. Одновременно с этим катастрофическая ситуация сложилась в городе Аль-Дувадме в провинции Эр-Рияд. Сочетание интенсивных ливней и града привело к масштабному наводнению. Потоки воды, смешанные со льдом, стремительно затопили низменные кварталы и русла пересохших рек, превратив улицы в бушующие реки, уносящие припаркованный транспорт. Подразделения гражданской обороны Саудовской Аравии были переведены на чрезвычайный режим работы. Спасательные бригады провели десятки операций по эвакуации людей, оказавшихся заблокированными в своих домах и автомобилях. В Аль-Дувадме зафиксированы значительные разрушения дорожной инфраструктуры, обрывы линий электропередач и затопление коммерческих объектов. Национальный центр метеорологии присвоил шторму высший уровень опасности, отметив, что накопление воды и ледяных масс в низинах создает долгосрочную угрозу повторных паводков. Власти призывают население категорически избегать поездок в зоны скопления воды до полной стабилизации погодной обстановки. Мощный циклон, пришедший со стороны пустынных районов, спровоцировал на территории палестинского анклава масштабную песчаную бурю, ставшую серьезным испытанием для местной инфраструктуры и жителей. Полевой фронт охватил все районы сектора Газа, удерживая регион в плотном кольце оранжевого смога на протяжении более 15 часов. Аномальная концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе в несколько раз превысила предельно допустимые нормы и привела к снижению видимости и резкому ухудшению качества вдыхаемого воздуха. Сильнее всего от стихии пострадали гуманитарные зоны и палаточные лагеря, где значительная часть населения проживает в условиях, которые не способны защитить от пыли. Сильный ветер повредил тенты и оставил сотни семей без крова. Буря также спровоцировала энергетический кризис. Плотный слой пыли, осевший на фотоэлектрических панелях, вызвал резкое падение генерации солнечной энергии, которая является основным источником электричества для работы медицинских пунктов и опреснительных установок в регионе.
В воскресенье на одном из самых опасных активных вулканов мира, Котопахи, зафиксировано масштабное обрушение части ледникового покрова. Причиной инцидента, по данным Геофизического института Эквадора, стало сочетание повышенной внутренней термальной активности исполина и обильных атмосферных осадков, подмывших основание ледяного панциря. Огромная масса льда и горной породы сорвалась со склона и устремилась вниз в сторону провинций Котопахи и Пичинча. В районе национального парка Котопахи была проведена экстренная эвакуация туристов и персонала. Доступ к восхождениям на вершину полностью закрыт на неопределенный срок. Мониторинговые станции фиксируют усиление сейсмического шума, вызванного движением масс. В свою очередь, эксперты оценивают риски дальнейшей дестабилизации ледника, который является критически важным источником пресной воды для региона и одновременно главным фактором риска при активизации вулкана. В провинции Западная Панама грузовой автомобиль, груженный кормом для птиц, спровоцировал обрушение моста, который обеспечивал критически важную связь между поселком Вилья-дель-Кармен и населенными пунктами Каимито и Эль-Какао в округе Капира. Инцидент произошел в тот момент, когда тяжелая машина выехала на переправу, соединяющую виллу Кармен-де-Капира с виллой Розарио. Мост не выдержал веса транспортного средства и рухнул в русло реки вместе с автомобилем. Водитель грузовика чудом избежал тяжелых травм, отделавшись лишь незначительными ссадинами и испугом. Обрушение моста практически полностью изолировало несколько сельских общин и значительно затруднило поставки продовольствия и передвижение местных жителей. Власти приступили к поиску альтернативных путей сообщения для пострадавших районов на время ремонта обрушившегося моста. На Тайване, в непосредственной близости от национального шоссе номер 3 в районе Лунцзин, города Тайчжун, вспыхнул сильный пожар. Возгорание началось во второй половине дня на заросшем сухой травой и кустарником склоне холма, прилегающем к скоростной магистрали. Из-за засушливой погоды и порывов ветра пламя быстро распространилось по пересеченной местности. Сильное задымление привело к ухудшению видимости на участке между развязками Лунцзин и Шалу, в результате чего временно ограничили движение транспорта. На место происшествия по тревоге были направлены более 10 пожарных расчетов из Тайчжуна, которые столкнулись с трудностями при тушении из-за сложного рельефа и удаленности источников воды. Пожарным удалось локализовать огонь в нескольких десятках метров от дорожного полотна, предотвратив его переброс на шоссе. В качестве причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем или поджог. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.